Здравствуйте, мои дорогие! У меня накопилось достаточно большое количество шлевок. Каким-то образом их между собой стачивать я не хочу, потому что здесь и так уже строчки, ну, мне кажется, это будет лишним. Я видела, девчонки делают плетеные сумки, рюкзаки, для этого они нарезают полоски джинсовые. Но опять же, я подумала, зачем я буду тратить штанины цельные, да, разрезать их на полоски, когда эти полоски, вот они здесь все есть. Поэтому я буду плести из этих шлевок, что я еще не знаю. Я приготовила вот такой прямоугольник. Для чего эта заготовка, я не знаю. Насколько хватит мне этих шлевок, я тоже не знаю. Я это делаю первый раз. Может быть, на косметичку, может быть, на какую-то сумку. Посмотрю. Первым делом мне нужно будет продублировать этот кусочек. Для этого я буду использовать также обрезки флизелина. Наклеивать их сюда горячим утюгом. Как вы видите, шлевки у меня все рассортированы по ширине, от самых широких до самых узких. Плести я хочу под углом 45 градусов, и для того, чтобы мне соблюдать перпендикулярность, я нарисую сетку. Так, вот у меня линия 45 градусов на этом мате. И от нее на расстоянии 1,5 или 2 сантиметра я проведу диагональные линии, вот в этом направлении и в другом направлении, перпендикулярные. Для предварительной фиксации шлевок я буду использовать клей универсальный. Можно приклеивать, наверное, клеящим карандашом, но у меня его нет. Начало положено. И теперь, чтобы в дальнейшей работе, когда я буду плести, вот эти первые шлевки не отклеились, никуда не отпали, не сместились, я их зафиксирую строчкой вот здесь по краю. Теперь я буду продолжать плетение. Последующие шлевки, смотрите, я буду прикладывать так, чтобы вот эти места стыков, они оказывались под другой шлевкой. Ну, здесь не очень удачный пример, здесь вверху, а вот здесь вот, смотрите. Вот сюда я ее приложу, и у меня пойдет как бы продолжение.
Плетенка готова. Вот столько шлевок у меня осталось от всего того количества, которое было в самом начале. Теперь, чтобы еще раз надежнее зафиксировать эти все шлевки, я проложу строчку по периметру и затем проложу строчки вот в этом направлении диагональном и проложу их так, чтобы их не было видно. То есть я буду отстрачивать вот таким образом. Здесь между шлевками, здесь аккуратненько. То есть вот каждую полосочку. В этом направлении у меня не получится, потому что здесь тогда будет видна строчка. Мне это не нужно. Почему у меня так получилось? Потому что я шлевки вот в этом направлении укладывала на расстоянии друг от друга. А в этом направлении я их укладывала одна к другой плотно. Если бы я уложила и эти плотно, ну, во-первых, у меня бы не хватило шлевок, а во-вторых, у меня получились бы везде квадратики. А так у меня, смотрите, здесь квадратик, здесь прямоугольник, квадратик, прямоугольник, квадратик, прямоугольник и так далее. То есть сейчас закреплю все эти шлевки еще раз строчками, чтобы они точно никуда не делись, держались крепко и надежно. Плетенка моя готова. Шить из нее что-то у меня уже не получится. Здесь, когда я прокладывала строчку, у меня на переплетении двух шлевок, где-то здесь, погнулась иголка. Поэтому я свою машинку поберегу и иголки тоже поберегу. Я буду из нее уже склеивать корзинку. Для корзинки я сделала дно. Вот вырезала из картона достаточно толстого. Как я рассчитала диаметр дна? Смотрите, длина вот этой заготовки у меня 59 сантиметров. Вот она. И по формуле длины окружности я высчитала радиус и диаметр, соответственно, дна. Дно я обклею вот такой джинсовой тканью светлой. Ну, тут, в принципе, можно любую ткань брать. Вот таким образом буду загибать и приклеивать. И дальше я уже, наверное, рассказывать не буду. Я буду просто показывать, что я делаю.
Корзинка практически готова. Осталось только сделать подкладку съемную, которую можно будет вытащить, постирать, вставить обратно. Размер этой детали. Длина ее те 59 сантиметров, которые я вымеряла, плюс по 1 сантиметру с каждого края на припуске на швы. Высота у меня этой детали чуть больше, чем высота корзинки. Корзинка у меня 22 сантиметра, высота этой 29 сантиметров. Дно точно такое же, я по корзинке чертила. Сейчас стачаю вот здесь вот боковые срезы, вточаю дно, сделаю подгиб, и в принципе все, можно будет подкладку вставлять. Покажу вам, что получилось. Подкладка готова, и пока я ее внутрь не вставила, хочу объяснить, для чего я сюда приклеила эту бейку. Отнюдь не для красоты, как можно подумать, можно было вообще без нее обойтись, но я ее приклеила для того, чтобы создать еще дополнительную жесткость сверху. Кстати, корзиночка эта родилась благодаря моей подписчице Людмиле Ягудиной. Она в одном из комментариев попросила меня что-то сделать из шлевок. Вот если бы не эта просьба, я бы до своей коробки со шлевками так бы и не добралась. А так, посмотрите, какая у меня чудесная корзиночка родилась. Туда можно что угодно складывать, хоть клубки, да, какие-то нитки для вязания, ну все что угодно, лоскуты. Мне кажется, очень даже достойное применение для шлевок получилось. Если у вас нет шлевок, ну можно сделать подобную корзинку просто из джинсовых лент. Как я уже говорила, девчонки выкраивают ленту, 2 припуска заутюживают внутрь и поехали плести. Но чтобы у вас вот подобная корзинка держала форму так же, как у меня, чтобы она не проваливалась, да, у нее стенки не опадали куда-то внутрь, то джинсы берите потолще. И да, я использовала флизелин очень тоненький. Если вы возьмете еще и флизелин потолще или основу потолще, то, конечно, у вас изделие будет держать форму. На этом я буду прощаться. Если вам нравится то, что я делаю, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки, делитесь моим видео. Всем желаю хорошего настроения. До свидания!